Владыка, в этом году сменился предстоятель католической церкви, умер Папа Франциск, и новым предстоятелем стал Лев XIV. У вас уже была с ним встреча. Известно, что вы обсуждали диалог православных и католиков, и, конечно же, ситуацию на Украине. Ну вот начнем с первого. Могли бы вы раскрыть детали обсуждения и в чем вообще сегодня состоит диалог вот двух конфессий? Во-первых, я, наверное, отмечу, что за истекшие несколько месяцев у меня уже так сложилось, 3 встречи с Папой Львом XIV, который, как вы упомянули, недавно был избран представителем Римо-католической церкви. Первая встреча, которая состоялась в июле, она была самой содержательной, она длилась больше часа. Помимо знакомства мы обсудили целый ряд важных вопросов, в том числе мы, безусловно, говорили о православно-католических отношениях, которые на самом деле имеют целый ряд измерений. Я упомяну, может быть, о том, что лежит, что называется, на поверхности, о практическом измерении, потому что я сам, несколько лет проведя в Западной Европе и будучи там настоятелем храма и затем правящим архиереем, безусловно, хотел бы подчеркнуть с благодарностью, что именно Римо-католическая церковь предоставляет Русской Православной Церкви храмы для совершения богослужений нашими священнослужителями. У нас сегодня динамично развивается церковная жизнь в тех странах, где католическая церковь традиционно имеет большое влияние и к которой принадлежит большинство населения этих стран. Та же Италия, которая мне знакома лучше всего по тем годам, которые я провел в этой стране. Так вот, среди почти 80 приходов нашей церкви, которые действуют на Апеннинах, ну, наверное, вот 70 с небольшим — это те храмы, которые мы получаем в пользование именно благодаря Римо-католической церкви. Отчасти потому, что, к сожалению, храмы в Западной Европе, католические храмы сегодня часто приходят в запустение, они никем не используются, а наши православные верующие, которые приезжают туда в поисках работы, которые живут там со своими семьями, они, безусловно, нуждаются в том, чтобы получать духовную поддержку, в том, чтобы был рядом храм, приход. Мы с радостью эти храмы принимаем, мы о них заботимся, мы имеем возможность там совершать богослужения или на постоянной основе, или периодически, что для нас, безусловно, является очень важным, потому что иначе наша церковная жизнь не смогла бы полноценно развиваться в этих пределах. Кроме того, мы коснулись такой очень важной для нас темы, как положение дел на Украине. И поскольку Папа Римский является не только главой крупнейшей христианской церкви мира, но еще и политическим лидером, безусловно, мы говорили о том, что можно было бы сделать для того, чтобы поддержать гонимую украинскую православную церковь. Мы благодарны его предшественнику, покойному папе Римскому Франциску, за то, что тот делал соответствующие заявления в поддержку гонимой украинской церкви. В частности, он выступил против тогда еще законопроекта о запрете Украинской Православной Церкви. Мы надеемся, что Святой Престол, имея соответствующее представительство на международном уровне, тоже будет употреблять свое влияние, предпринимать соответствующие усилия для того, чтобы отстаивать религиозную свободу на Украине. Известно, что Папа Лев XIV активно принимал участие в попытках урегулировать ситуацию на Украине, даже предлагал Ватикан как площадку для встречи между Москвой и Киевом. В то же время некоторые церковные эксперты допускают мнение, причем это очень такое распространенное мнение, что как раз за действиями патриарха Варфоломея на Украине под созданием ПЦУ и церковного раскола стоят католики. Якобы они хотят превратить Украину вот в католическую страну, что это такой тайный план, можно сказать. Вот вы согласны с этим мнением или нет? Касательно высказанной идеи о том, что Ватикан мог бы стать местом переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, на мой взгляд, место для переговоров прежде всего должно отличаться нейтральным статусом, каковым Ватикан, объективно говоря, не обладает. На Украине действует Украинская греко-католическая церковь, униаты, которые настроены крайне агрессивно по отношению к Русской Православной Церкви. Больше того, эта церковь была создана в свое время для того, чтобы привлекать к себе православных, которые не очень разбираются в сложностях богословия, которые, видя, что священнослужители греко-католической церкви
облачаются как православные священники, и в храмах вроде все знакомое и родное, все как в родном православном храме, они так попадают к католикам. Ну и какая разница, кого там за богослужение поминают, патриарху или папу? Для многих людей ведь это на самом деле не так важно. Я опять-таки это помню по годам своего служения в Риме, где те же, например, верующие с Украины, приезжая в Италию, в незнакомую страну, где они никого не знают, где они стремятся найти работу для того, чтобы заработать хоть какие-то средства и отправлять их на родину, где у них остались дети, внуки и так далее, они, выходя из автобусов, на которых они приезжали в Рим, первое, что они видели, это храм, вроде бы православный, в храме иконы, рушники, все говорят на родном языке, облачения такие же, как в родном православном храме, а на самом деле это храм униатский. И люди попадали туда, обретали там друзей, знакомых, оказывались в греко-католическом приходе и так становились католиками, сами того не понимая. Собственно, для этого уния в свое время отчасти и была создана. Так вот, если мы почитаем, что сегодня говорят предводители греко-католической церкви в адрес нашей церкви, в адрес нашей страны, но это же совершенно оголтелая русофобия, и уж точно тут ни о каких братских отношениях говорить не приходится. Но мы ни разу не слышали никаких опровержений всех этих совершенно гнусных заявлений со стороны ни одного официального представителя Святого Престола. Когда Зеленский собрал такое фейковое заседание Всеукраинского совета церквей в преддверии принятия закона о запрете Украинской православной церкви, мы видели, это все было в формате видеоконференции, как католический латинский епископ, который был представлен в этом совете, публично поддержал принятие закона о запрете Украинской православной церкви. Я лично обсуждал эту тему и с папой Франциском, и с высокими представителями государственного секретариата Святого Престола, которые мне говорили, ну это же не отражает официальной позиции Ватикана. Хорошо, но тогда озвучьте эту официальную позицию. Скажите, что то, что сказал этот епископ, не соответствует вашему видению ситуации. Ничего для этого сделано не было. Поэтому, безусловно, Ватикан не имеет необходимого нейтрального статуса для того, чтобы быть местом переговоров. И, конечно, мы понимаем, что у католической церкви есть своя паства на Украине и латинского обряда, и восточного обряда униаты. Это чада католической церкви, о которых католическая церковь, безусловно, думает и заботится, и настроена на то, чтобы католическое присутствие в этой стране увеличивалось. В этом контексте католики преследуют свои интересы. Ну вот. Но, еще раз подчеркну, для состояния православно-католического диалога э, то, что сегодня происходит в контексте молчания католической церкви в связи с тем, о чем я сказал выше, вызывает у нас большую озабоченность. Владыка, Святейший Патриарх Кирилл почти 10 лет назад встречался с Папой Франциском. Это была единственная встреча после Великого Раскола Святейшего Патриарха Православной Церкви с Папой Римским. А сейчас тоже говорят о том, что возможно такая встреча с Папой Львом XIV. Насколько это реально и вообще нужна ли она? Встреча в Гаване действительно была очень важной, и она придала новый импульс отношениям между нашими церквами. Была подготовлена и одобрена двумя предстоятелями соответствующая декларация, которая заложила фундамент нашего дальнейшего диалога на ближайшие годы. Кстати, она вызвала шквал критики со стороны греко-католиков, которые тогда осуждали Папу Франциска за то, что он, в частности, упомянул о том, что униатизм не является лучшим способом для осуществления диалога между церквями. Э, Готовилась вторая встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла. Она должна была состояться в 2022 году. Было выбрано место для этой встречи, город Иерусалим, для всех нас священный город, город, который в то же самое время, будучи для нас связан с земной жизнью Спасителя, Божьей Матери, апостолов, в то же самое время раздираем сегодня многими конфликтами, вооруженными конфликтами. Это место страданий, в том числе для многих людей. И вот я глубоко убежден в том, что там, если бы эта встреча состоялась, и представители двух крупнейших христианских церквей мира могли бы выступить с совместным посланием к пастве, безусловно, это было имело очень важное значение, но после того, как началась специальная военная операция, Ватикан в одностороннем порядке эту встречу отменил, и
С тех пор много было спекуляций на тему о том, будет ли еще одна встреча, не будет, во времена, когда еще был жив Папа Франциск, и сейчас. Но мяч, что называется, на стороне Ватикана, и никаких дополнительных попыток, скажем так, вернуться к вопросу об организации встречи с тех пор не было. Этого не было ни в последние годы понтификата Папы Франциска, и нету этих попыток и сейчас, в первые месяцы правления Папы Льва. Понятно, что сейчас перед понтификом, который только что заступил на престол, стоят многие задачи. Это всегда так происходит в первые, скажем так, месяцы правления нового понтифика. Я думаю положительно то, что состоялась моя встреча с папой. Мы уже смогли, как я сказал, какие-то вопросы важные обсудить. Я не исключаю, что может состояться новая встреча святейшего патриарха Кирилла с новоизбранным папой, но подчеркну, что пока даже разговоров об этом не ведется.